Как-то в Инстаграме я увидела фото вот этого книжного магазина в Нью-Йорке, и оно мне очень понравилось. Самое первое, с чего я начала работу, я перевела основные направляющие линии с экрана монитора на кальку, а затем с кальки при помощи копирки перевела это все на ткань. Вот такая, на первый взгляд, страшная ерунда в пятнах. На самом деле самые подходящие ткани для картин текстильных. А теперь это просто вот незаменимые кусочки будут для отделки фасада. Ну вот, первоначальные детали прикрепила. Сейчас, чтобы легче было дальше работать, все это по основным линиям прошью. Очень важна строчка в самом-самом начале. Чтобы прихватить здесь слегка это здание, а у него все-таки основные линии направляющие горизонтальные, я пойду горизонтальным зигзагом. Заодно прихватываю вот эти волокна, которые положила в самом начале. Пожалуй, я сейчас прошью прямой линией по основным направляющим, чтобы квилт держал форму хорошо. А потом уже буду заниматься дальнейшей аппликацией. Ну вот я прошила регулируемой прямой основные направляющие линии. Здесь это очень важно, потому что здесь есть элементы перспективы, и надо, чтобы они не исказились. И вот эти вот прямые линии, я надеюсь, будут держать весь квилт и не позволят мне потом сбиться при свободной вышивке. Вот что трудно в архитектурных работах, так называемых архитектурных, это то, что прямые линии, которые сначала были совершенно прямые, после строчки, я уж не говорю плотной вышивки, начинают туда-сюда искривляться. Поэтому здесь снова подправляю, здесь подрисовываю. В общем, после того, как все это прошью, боюсь, что надо будет еще раз корректировать. В общем, на это надо обращать внимание. Вот как бы создаем тему кирпичной кладки, а потом сейчас вот прямо поверх пройдусь зигзагом уже не прямой и как бы сглажу это все. Никогда не любила в школе черчения, вот приходится им заниматься. Теперь важный момент. Решить, сколько вообще вышивки должно быть и сколько красок. Вышивать ли все сплошь. Вот сейчас я дошла до мостовой. Или же ограничиться только какими-то направляющими линиями. Также на стене дома сделаю тему только кирпичной кладки, а потом сверху покрою зигзагом в разных направлениях. Ну вот как бы тема стены, а дальше, повторяю, будет сплошной зигзаг, и, может быть, даже добавлю еще немножко текстуры волокном.
Ну а книги я, наверное, буду все-таки делать методом ампликации. И подберу сейчас всякие, ну не очень яркие, потому что это все-таки темная витрина, но достаточно разноцветные маленькие тряпочки. Может быть, даже вот такие этикетки в ход пойдут. Сейчас попробую. Это в таком роде. Сейчас это все буду клеить своим текстильным клеем. Работала как левша, но, по-моему, классно. Теперь это еще все надо пришить. Я думаю, что поскольку эти так называемые книги слишком яркие, и они выбиваются из общей приглушенной гаммы будущей картины, думаю, что будет удачным ходом закрыть их темным фатином черным. Во-первых, я их приглушу немного, и вот уже так смотрится более гармонично. А во-вторых, это, конечно, упростит их пришивание. Ну вот выстрочила все прямой линией под прямым углом, вот так вот почти каждую книжечку. Все очень хорошо легло и хорошо смотрится. Книжки получились выпуклые из-за того, что вокруг уже очень плотная вышивка. И они немножечко так приподнимаются. Поэтому я сейчас мононитью темной зигзагом тоже вот так пройдусь, чтобы сделать это все плотно, как будто за стеклом. Сейчас я думаю заняться вот этой вывеской. Буду идти от темных к более светлым. Сначала темные. После того, как эту ткань покрасила немного акрилом сверху, то предыдущая вышивка, ну, под кирпич условно, она закрасилась, ее почти не видно. Я решила ее обновить поверх снова, прямо вот черными нитками. В принципе, и так уже можно было бы оставить, уже мне нравится, но мне интересно пройтись коричневыми и кирпичными нитками, свободным зигзагом, вот так широким, поверх вот этой кирпичной вышивки, посмотреть, что получится. Ну, как бы обогатить фактуру. Я по ходу исследую этот вопрос взаимодействия краски и вышивки. Мне очень нравится текстура, которая получается. Смотрите, прям такой старый-старый дом с кирпичной кладкой. Вот такое сочетание тканей, вышивки прямой, когда мы намечаем только контуры кирпичей, но делаем тему, как бы не выстрачиваем каждый кирпичик, а делаем просто как бы тему кирпичей. Потом сверху прошлась краской акриловой, и сверху уже начала широким свободным зигзагом на четверке. Причем шла вертикальным зигзагом, вот так вот. Вот так. Чтобы побольше застрочить. И получается действительно чудесная фактура. Вот то, чего я хотела добиться. Ну, продолжу. Потом, когда подсохнет коллаж, я здесь добавлю еще более ярких оттенков нитками, а может быть даже чуть-чуть и красками.
Добавила чуть-чуть красок поярче акрила. Но это как бы совершенно не отменяет вышивку. Это для меня просто указатель, где какие оттенки акцентировать. Теперь вот всю эту мелочь пришиваю очень узким свободным зигзагом шаг 1,5. Буду... Очень трудный процесс. Помимо того, что здесь уже совершенно непробиваемый слой, так нитки еще из запасов еще моей мамы, очень старые, но хлопчатобумажные, но они были единственные подходящие по оттенку. Они рвались раз 10, пока я эти буквы все провышивала. Сейчас, конечно, это вот сниму, будет это все ужасно, надо будет идти еще по нескольку раз. Ну, посмотрим. О, тут вообще не пропечаталось. Ну, я думала, будет хуже. Наверное, придется идти самым тонким зигзагом 0,5, чтобы линии были пожирнее. И, наверное, все-таки придется взять другие нитки, потому что, ну, этими невозможно.